На протяжении веков Коран был источником вдохновения и мудрости для миллионов людей. Но помимо духовных истин, его строки хранят удивительные откровения, знания, которые сегодня подтверждаются наукой. Эти чудеса не просто поражают, они раскрывают тайны мироздания с поразительной точностью и глубиной. И в этом видео мы ознакомимся с 16 чудесами Корана, которые наука и история подтвердили. В 51-й суре Корана «Аз-Зарият», аяте 47 говорится: «Мы воздвигли небо мощью, и мы постоянно расширяем его». Этот аят указывает на удивительный факт, который был подтвержден современной наукой только в 20 веке. Вселенная постоянно расширяется. В 1929 году американский астроном Эдвин Хаббл, изучая свет от далеких галактик, обнаружил, что они удаляются друг от друга. Это открытие стало фундаментом для современной космологии и привело к теории расширяющейся Вселенной. Согласно этой теории, Вселенная возникла из одной точки – космического сингулярного состояния, и с того момента она постоянно расширяется. Этот факт был подтвержден множеством научных исследований, включая наблюдение за космическим микроволновым фоновым излучением и спектральный анализ света далеких галактик. Но задолго до этих открытий Коран уже упомянул о расширении небес. Этот аят стал еще одним чудом, где текст священной книги не только описывает духовные истины, но и содержит знания о мироздании, которые стали понятны только спустя более 1400 лет. В 39-й суре «Аз-Зумар», аяте 21 говорится: «Разве ты не видишь, что Аллах низводит воду с неба и направляет ее в источники на земле? Затем Он взращивает с ее помощью растения разного рода, а потом они увядают, и ты видишь их пожелтевшими, а затем превращает их в прах. Воистину, в этом назидание для обладающих разумом». Этот аят описывает удивительный природный процесс – круговорот воды. Вода испаряется из морей, рек и озер под действием солнечного тепла, поднимается в атмосферу и собирается в облака. Затем облака проливаются дождем, возвращая воду обратно на землю, где она питает растения и наполняет источники. Современная наука подтверждает, что в этом круговороте существует удивительный баланс. Количество воды, которое испаряется с поверхности Земли, и количество осадков, которые выпадают обратно, находятся в состоянии равновесия. Вода не исчезает и не создается. Она просто переходит из одного состояния в другое, обеспечивая постоянный цикл жизни. Хотя в Коране не упоминается процесс испарения воды напрямую, он описывает различные этапы водного цикла, включая ниспослание дождя, его проникновение в землю и образование источников. Это свидетельствует о глубоком понимании природных процессов, изложенных в Коране более 1400 лет назад. В Коране слово «яум», что означает «день», упоминается 365 раз. Это число удивительным образом соответствует количеству дней в солнечном году. Хотя древние цивилизации, такие как египтяне, вавилоняне и римляне, уже знали, что солнечный год состоит из 365 дней, они не могли предположить, что это число окажется столь значимым в священном тексте. В Древнем Египте еще за 3000 лет до нашей эры использовался солнечный календарь. В Вавилоне астрономы также знали о солнечном и лунном цикле, а в Риме был введен юлианский календарь с тем же числом дней. Но Коран, ниспосланный более 1400 лет назад, без каких-либо астрономических вычислений и научных методов, содержит точное соответствие. Современные исследователи, внимательно изучая текст Корана, подтвердили, что слово «яум» действительно встречается ровно 365 раз. Это числовое чудо показывает, что даже структура и количество слов в Коране хранят в себе глубокую мудрость, которая становится понятной только спустя столетия. В 67-й суре Аль-Мульк, аяте 5 говорится: «Воистину, мы украсили ближайшее небо светильниками и сделали их средствами для метания в дьяволов. Мы приготовили для них мучения в пламени».
Этот аят содержит два ключевых образа. Первое – это светильники, масабих, что указывает на звезды или светящиеся небесные тела. Второе – руджуман, что переводится как «метательные снаряды». Эти светящиеся объекты используются для изгнания дьяволов, как указано в аяте. Современная наука объясняет, что метеоры – это космические тела, которые, входя в атмосферу Земли, сгорают и оставляют за собой яркий светящийся след. Именно эти объекты люди видят как падающие звезды. Они выглядят как огненные стрелы, которые внезапно появляются на ночном небе. Когда метеоры сгорают в атмосфере, они действительно ведут себя как метательные снаряды, мгновенно появляясь и исчезая в огненном свечении. Это явление, которое сегодня хорошо изучено астрономией, было упомянуто в Коране более 1400 лет назад. Ученые подтвердили, что метеоры — это фрагменты космических тел, входящих в атмосферу на огромной скорости и испаряющихся из-за трения. Светящиеся объекты, используемые как метательные снаряды для изгнания дьяволов, оказались точным описанием метеоров, освещающих ночное небо. Это еще одно чудо Корана, где духовные истины и научные факты удивительным образом переплетаются. В Коране в нескольких аятах говорится о создании человека из глины, и эти слова не просто метафора, а удивительное научное чудо. В 38-й суре Корана, Саад, аяте 71, сказано: «Когда твой Господь сказал ангелам: „Я сотворю человека из глины“». Но это не единственное место, где упоминается эта истина. В 15-й суре Аль-Хиджр, аяте 26, говорится: «И мы создали человека из глины, из черной измененной глины». В 23-й суре Аль-Муминун, аяте 12 подчеркивается: «И мы создали человека из эссенции глины». В 32-й суре Ас-Саджда, аяте 7, Всевышний напоминает: «Он, кто прекрасно создал все, что Он создал, и начал создание человека из глины». И снова в 6-й суре Аль-Ан'ам, аяте 2 говорится: «Он тот, кто создал вас из глины, а затем определил срок для вашей жизни». Эти аяты раскрывают удивительную истину. Человек создан из глины. Современная наука подтверждает, что химический состав человеческого тела действительно включает те же элементы, которые находятся в глине и земле: углерод, водород, кислород, азот, кальций, фосфор и другие минералы. Именно эти элементы являются основой жизни, присутствуя в растениях и животных, которые служат пищей для человека. Удивительно, что данные, ставшие известными ученым лишь в последние века, уже были изложены в Коране более 1400 лет назад. Это не просто метафора или поэтический образ, а точное научное описание, которое только спустя столетия было подтверждено современной биохимией. Создание человека из глины – это не просто символ, а глубокая истина, указывающая на связь человека с землей, как на уровне духовном, так и на уровне физическом. В 78-й суре Ан-Наба, аяте 6 и 7, говорится: «Разве мы не сделали землю простертой, а горы, как колышки?» Эти слова указывают на удивительное явление, которое было подтверждено современной наукой. Горы действительно выполняют функцию стабилизации земной коры. Современная геология объясняет, что горы не просто возвышаются над поверхностью Земли, но и имеют глубокие корни, уходящие далеко в земную кору. Эти корни обеспечивают устойчивость и предотвращают сильные тектонические колебания. Геологи описывают этот процесс как изостазию – явление, при котором горные массивы уравновешивают земную кору как якоря. Горы действуют как стабилизаторы, уменьшая тектонические сдвиги и колебания. Этот факт стал известен ученым только в последние столетия, благодаря исследованиям структуры земной коры и движения литосферных плит. Но в Коране эта истина была указана более 1400 лет назад. Описание гор как колышков не просто образное, а удивительно точное научное утверждение.
В 65-й суре Ат-Талак, аяте 12, говорится: «Аллах тот, кто создал 7 небес и такую же землю. Его повеления не сходят между ними, чтобы вы знали, что Аллах способен на всякую вещь и что Аллах объял всякую вещь знанием». Этот аят указывает на существование 7 небес, удивительного множества уровней, созданных Всевышним. На протяжении веков это утверждение оставалось загадкой, но современные научные открытия показали его глубокий смысл. Ученые установили, что атмосфера Земли действительно имеет многослойную структуру. Самый нижний слой атмосферы – это тропосфера, где происходит вся погода. Выше находится стратосфера, в которой находится озоновый слой, защищающий жизнь на Земле от вредного ультрафиолетового излучения. Еще выше располагается мезосфера, где сгорают метеоры, защищая планету от космических объектов. За ней следует термосфера, в которой возникают полярные сияния, и экзосфера – пограничная область, где атмосфера переходит в космос. Помимо этого, атмосфера включает ионосферу, где происходит отражение радиоволн, и магнитосферу – область, где магнитное поле Земли защищает ее от солнечного ветра. Эти слои не просто накладываются друг на друга, но выполняют важнейшие функции, обеспечивая защиту Земли и поддержание жизни. Когда ученые открыли и исследовали эти слои, стало ясно, что каждый из них имеет свою уникальную роль. Но в Коране более 1400 лет назад уже было указано на 7 небес. Это не просто символическое выражение, а точное указание на многослойное строение атмосферы Земли. Этот аят показывает удивительную научную точность, который оказался удивительно точным описанием того, что наука смогла подтвердить лишь спустя столетия. В 79-й суре Корана Аль-Назиат в 30-м аяте говорится: «А после этого он распростер землю». Арабское слово, использованное в этом аяте, «далиха», имеет особое значение. Оно связано с идеей разворачивания, распространения или придания формы. Некоторые ученые и комментаторы Корана указывают, что это слово можно также связать с понятием яйца или овальной формы. Современная наука подтверждает, что Земля действительно имеет форму, близкую к сферической, но не идеально круглой. Ее форма называется геоидом. Это слегка сплюснутая сфера с утолщением в области экватора и сужением на полюсах. Этот эффект создается за счет вращения Земли вокруг своей оси. Форма Земли действительно напоминает форму яйца, где экватор слегка выпуклый, а полюса уплощены. Это открытие стало возможным только с развитием астрономии и геодезии, когда ученые смогли измерить точные параметры планеты. Но в Коране эта истина была указана более 1400 лет назад. Слово «далиха» передает идею как распространение Земли, так и ее особой формы, что удивительным образом соответствует научным открытиям. Этот аят показывает, что даже в словах, описывающих природные явления, в Коране скрыта глубокая мудрость и точность. В 21-й суре Аль-Анбия, аяте 31, говорится: «И мы сотворили из воды всякую живую сущность. Неужели они не уверуют?» Этот короткий аят раскрывает одну из самых удивительных истин о происхождении жизни. Современная наука подтверждает, что жизнь действительно зародилась в воде. Именно в водной среде миллиарды лет назад начались первые биохимические процессы, которые привели к возникновению жизни на Земле. Ученые установили, что все живые организмы состоят в значительной степени из воды. Вода является основным компонентом клеток. Она участвует в биохимических реакциях, регулирует температуру и транспортирует питательные вещества. Даже самые простые формы жизни, такие как бактерии, нуждаются в воде для существования. Наука утверждает, что именно в океанах и морях, в первичном бульоне, богатом органическими соединениями, зародились первые живые клетки. Эти клетки развивались, образуя сложные организмы, которые затем освоили сушу и воздух. Но более 1400 лет назад
Коран уже указал на эту удивительную истину. Вся жизнь возникла из воды. Этот аят не просто метафора, а точное научное утверждение. В 82-й суре Аль-Инфитар, аяте 7, говорится: «Который создал тебя, уравнял и сделал пропорциональным». Эти слова указывают на удивительное устройство человеческого тела, где каждая часть имеет свою пропорцию и симметрию. Современная анатомия подтверждает, что человеческое тело действительно обладает высокой степенью симметрии. Правая и левая половины тела зеркально отражают друг друга. У человека 2 руки, 2 ноги, 2 глаза, 2 уха. Все это образует гармоничное и пропорциональное строение. Ученые установили, что эта симметрия является не просто эстетическим явлением, но и важным биологическим принципом. Симметрия обеспечивает правильное распределение нагрузки на мышцы и кости, помогает организму поддерживать равновесие и координацию. На уровне клеток эта симметрия проявляется в структуре ДНК и распределении клеток в организме. Даже развитие эмбриона начинается с симметричного деления клеток, что обеспечивает правильное формирование всех органов и тканей. Но более 1400 лет назад в Коране эта истина была указана простыми и глубокими словами. Человек создан пропорционально. Это не просто поэтическое описание, а точное указание на принцип симметрии, который лежит в основе человеческого строения. В 75-й суре Корана Аль-Кияма, аятах 3 и 4 говорится: «Разве человек думает, что мы не соберем его кости? Да, мы способны воссоздать даже его кончики пальцев». Этот аят указывает на удивительную истину, возможность восстановления человеческой сущности даже из его костей. Современная наука подтверждает, что кости действительно являются хранителями информации о человеке. В них сохраняется ДНК, уникальный генетический код, который остается неизменным даже спустя тысячи лет. Ученые, изучая древние останки, смогли выделить ДНК из костей, восстанавливая облик, черты и даже наследственные болезни древних людей и животных. Это стало возможно благодаря развитию методов молекулярной биологии и археогенетики. ДНК, заключенная в костях и зубах, может сохраняться на протяжении тысячелетий, особенно в холодных и сухих условиях. Именно благодаря этому исследователи смогли восстановить генетический код неандертальцев и даже древних животных, таких как мамонты. Но задолго до этих открытий Коран уже указал на то, что даже кости могут быть восстановлены. Более того, аят подчеркивает, что Аллах способен воссоздать не только кости, но и кончики пальцев. Это особое упоминание также поражает своей точностью, поскольку сегодня известно, что отпечатки пальцев уникальны у каждого человека и являются одной из ключевых характеристик, определяющих личность. Этот факт, известный ученым лишь в последние столетия, уже был указан в Коране более 1400 лет назад. Сохранение генетической информации в костях и уникальность отпечатков пальцев становится еще одним чудом Корана, где духовные истины и научные открытия пересекаются. В 30-й суре Корана Ар-Рум, аятах с 2 по 5 говорится: «Римляне были побеждены в самой низкой земле. Но после своего поражения они одержат победу через несколько лет. Аллаху принадлежит власть и до этого, и после этого. И в тот день возрадуются верующие по милости Аллаха. Он помогает, кому пожелает. Он могущественный, милосердный». Это пророчество оказалось поразительно точным. В 614 году нашей эры персидская армия под командованием царя Хосрова II нанесла сокрушительное поражение римлянам. Сражение произошло в долине Мертвого моря, области, расположенной на границе между Византийской и Персидской империями. Что делает это пророчество поистине чудесным? Это точное указание на самую низкую землю. Современная наука подтвердила, что долина Мертвого моря действительно является самой низкой точкой суши на Земле, расположенной на высоте около 430 метров ниже уровня Мирового океана. Этот географический факт был открыт учеными только в 20 веке,
тогда как Коран сообщил об этом более чем за 1400 лет до этого. Однако чудо не ограничивается только географическим указанием. В следующем аяте Аллах предсказывает: «Но после своего поражения они одержат победу через несколько лет». И это пророчество сбылось с удивительной точностью. В 628 году византийский император Ираклий возглавил мощное контрнаступление. Вернул утраченные территории и нанес поражение персам. Римляне, потерпевшие поражение, смогли вновь обрести силу, что стало историческим фактом, подтверждающим чудо Корана. В 6 суре Аль-Анам, аяте 112, говорится: «Скажи, мне ничего не может причинить вреда, кроме того, что Аллах пожелает. Он – мой покровитель, и на Него уповают верующие». Это пророчество стало реальностью на протяжении всей жизни пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Несмотря на многочисленные покушения и опасности, окружавшие его, он оставался под защитой Аллаха, завершив свою миссию и покинув этот мир естественной смертью. Враждебные племена Мекки неоднократно пытались убить его. Самый известный случай произошел ночью, когда курайшиты окружили его дом, намереваясь убить его. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, читал аяты из 36 суры Корана «Ясин», начиная с 1 и до 9, когда покидал свой дом и прошел мимо них, оставаясь невидимым. Во время хиджры, переселения из Мекки в Медину, пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, вместе с Абу Бакром укрылись в пещере Саур, спасаясь от преследования курайшитов. Враги подошли к входу в пещеру, но когда они взглянули на него, их глаза увидели старую паутину и гнездо голубя с яйцами. Это выглядело так, будто пещера давно не посещалась. Убедившись, что здесь никто не мог скрываться, враги даже не заглянули внутрь и ушли прочь. Так, благодаря этому чуду, пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, и его верный сподвижник были спасены. Этот случай стал ярким примером божественной защиты, подтверждающей, что Всевышний охраняет тех, кто уповает на него. Коран утверждает, что Аллах защитит пророка до завершения его миссии, и это пророчество сбылось с удивительной точностью. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, прожил до 632 года, завершив свое божественное послание и мирно покинув этот мир. Его жизнь и миссия стали еще одним доказательством мудрости и истинности Корана. В 29 сур начинаются с особых букв, известных как мукатта. Эти буквы, такие как алиф, лям, мим, каф, ха, я, айн, сад и другие, стоят отдельно, не образуя привычных слов. Их значение остается тайной, непостижимой для человеческого разума. Ученые и толкователи Корана на протяжении веков пытались разгадать смысл мукатта. Некоторые считали, что эти буквы являются шифром или кодом, который содержит скрытую мудрость. Другие предполагали, что они указывают на божественную природу откровения или на глубокие истины, скрытые за видимой поверхностью текста. Несмотря на то, что точное значение мукатта остается неизвестным, их присутствие в Коране само по себе является чудом. Эти буквы подчеркивают многослойность священной книги, где даже отдельные символы несут смысл, который остается за пределами человеческого понимания. Современные исследователи также пытались найти числовые или лингвистические закономерности в этих буквах, но каждый раз сталкивались с тем, что их смысл ускользает. Это напоминает, что Коран не просто собрание текстов, а божественное откровение, где каждая буква имеет свое место и смысл, известный только Всевышнему. В 26 суре Аш-Шуара, аятах 63 и 64 говорится: «Мы внушили Моисею: ударь своим посохом по морю, и оно разделилось, и каждая часть стала как огромная гора. Мы приблизили туда других и спасли Моисея и всех, кто был с ним». Это удивительное событие произошло примерно в XIII веке до нашей эры, в момент, когда пророк Моисей, мир ему,
вместе с израильтянами оказался в безвыходной ситуации. С одной стороны, за ними приближалась мощная армия фараона, а с другой, перед ними простирались воды моря. По повелению Аллаха Моисей ударил своим посохом по морю, и воды чудесным образом разошлись. Между ними образовался сухой проход, по которому израильтяне перешли на другой берег. Когда же фараон и его войско попытались последовать за ними, воды вновь сомкнулись, поглотив преследователей. Исторические и археологические исследования указывают на то, что место этого чуда могло находиться на территории Суэцкого залива, который соединяет Средиземное и Красное море. Ученые, изучая морское дно, обнаружили следы древнего пути, который мог быть использован в этом переходе. Хотя некоторые исследователи пытаются объяснить это явление естественными причинами, такими как сильный ветер или землетрясение, точность и мгновенность чуда, вода, разделившаяся мгновенно по приказу Аллаха, остается необъяснимой с научной точки зрения. Это событие остается примером божественной силы и милости, оказанной Моисею и его народу. В 30-й суре Корана Ар-Рум, аяте 24 говорится: «И из знамения его – молния, внушающая вам страх и надежду». Этот короткий аят описывает молнию не просто как природное явление, но как знамение Всевышнего, которое вызывает у людей смешанные чувства: страх перед ее разрушительной силой и надежду на дождь, который следует за ней. Современная наука подтверждает, что молния – это мощный электрический разряд, возникающий в атмосфере между облаками или между облаком и землей. Этот разряд сопровождается яркой вспышкой света и громом. Молния действительно внушает страх своим оглушительным звуком и ослепительным светом. Но молния не только пугает, она также приносит пользу. Ученые установили, что во время молнии азот из атмосферы соединяется с кислородом, образуя нитраты, соединения, которые затем попадают в почву вместе с дождевой водой. Эти нитраты являются важным питательным веществом для растений, обеспечивая плодородие почвы. Таким образом, молния выполняет двойную функцию. С одной стороны, она внушает страх своим разрушительным потенциалом, а с другой является источником жизни, способствуя плодородию Земли. Этот факт был подтвержден наукой лишь в последние столетия, когда ученые изучили химический состав атмосферы и процессы образования нитратов. Но в Коране эта истина была указана более 1400 лет назад. Молния, упомянутая как знамение Аллаха, оказалась не только символом силы, но и источником жизни. Итак, мы познакомились с 16 чудесами Корана, удивительными откровениями, которые подтверждаются наукой и историей. Эти знания были ниспосланы более 1400 лет назад и до сих пор поражают своей точностью и мудростью. Коран – это не просто священная книга, а вечный источник знаний, раскрывающий тайны мироздания. Спасибо за просмотр, и пусть Аллах благословит вас.